Всем привет-привет, мои дорогие любимые! Добро пожаловать на мой канал Diamond Dream. Кто со мной не знаком, меня зовут Марина. Давайте сегодня сделаем расклад на традиционную тему. Уже давненько не делала точка или пауза. Посмотрим, почему ваш мужчина молчит, почему не действует, почему он в глубоком подполье. Если это так, этот расклад, конечно же, подойдет для тех, кто находится сейчас в расставании, и вы не понимаете, точка это или будет продолжение, чего дальше ждать, и вообще чего хочет ваш мужчина. И также подойдет этот расклад для тех, у кого мужчина в принципе не проявляет инициативу. Очень часто этот расклад отыгрывается именно в таком случае, то есть нам показывают, что возможно мужчина начнет активные действия или нет. Использовать я буду колоду, классическую колоду Таро универсальная. И, пожалуйста, сосредоточьтесь на вашем мужчине. Благодарю вас за донаты, каждому, кто присылает мне подарки. Низкий поклон. Дай Бог вам миллионы раз больше благословений от Вселенной. Низкий поклон также моим спонсорам. Благодарю вас за комментарии, за лайки. Что-то уже выскакивает. О, смотрите, из колоды что выскакивает. За комментарии благодарю вас за лайки, за подписки, за любой способ поддержки моего канала. Очень нежно вас люблю. Ну что, двойка кубков выскочила. Здесь, конечно, речь о любви. Здесь отношения такие не пустые явно. По крайней мере, эмоций было, возможно, много. Но, вероятнее всего, остается и по сей день. Вы с ним пара. Здесь любовь. И причем это взаимно. Да, вы знаете, что я очень часто в раскладах говорю и считаю, что это действительно так, что любят все люди в меру своих возможностей. Нельзя всех, так сказать, под одну гребенку, но здесь есть чувства, и они взаимны. Так, для многих из вас может быть или же треугольник присутствует в отношениях, или же мужчина слишком занят собой, своими делами, своей работой, своими денежками, вот чем-то своим. Он полностью сосредоточен на себе любимом, на своих делах, на своих заботах, и, возможно, даже и мало времени вам всегда уделял. Потому что очень часто здесь речь идет еще и о том, что мужчина может быть трудоголиком или в принципе сконцентрирован только на себе. Давайте смотреть, что за мужчина, в каких энергиях он находится. Выходит сразу же королевой. Ну, сегодня будет речь о том мужчине, девочки. Смотрите, два варианта четко. Или же ваш мужчина находится на выборе между двумя женщинами. Сами видите, нам показали, с двух сторон его окружают женщины. Королева Пентаклей и императрица. Причем здесь мужчина может быть именно женат. Прям конкретно отношения иметь такие. Или гражданский брак, или официально, неважно. Но эти люди вместе могли жить или живут. Здесь серьезные отношения императрица и королева Пентаклей. Для части аудитории может быть мать, конечно, его. Императрицей может выходить мать. Если вашей соперницей является его мама, так часто бывает в жизни, к сожалению, то, соответственно, вот такая ситуация может быть. И здесь завершение отношений состоялось именно по этой причине. Второе направление информации. Если у вас нет треугольника, то значит здесь мужчина в принципе не делает выбор в вашу сторону. Никаких конкретных действий здесь нет. И именно поэтому могло произойти расставание. Для кого-то из вас здесь расстояние может быть большое между вами. Или же просто сейчас отдаление, такое вот ментальное отдаление. Ну, для, конечно, очень-очень многих здесь речь идет о двух женщинах. Будь то его жена, его бывшая, его любовница, все в жизни бывает, или же его мать, неважно, но здесь две женщины явно. Если же второй вариант, ну что значит второй вариант? Значит, такой у вас нерешительный мужчина. Почему молчит сейчас? В чем дело? Почему сидит в засаде? Ну, он в засаде сидит, но он написать-то вам хочет и сам находится в ожидании того, что вы, возможно, напишите, проявитесь, позвоните. Он в ожидании находится, и даже есть желание самому сделать шаг в вашу сторону. Еще почему? Ну, еще весь в заботах, весь в делах своих. Ну, тут эгоист, конкретный, глубочайший эгоист человек. И сделать ему первый шаг будет весьма и весьма сложно. Если он даже его и сделает, то это значит в первую очередь для удовлетворения своих желаний, своих эгоистичных потребностей. Но мужчине живется неплохо и самому. И здесь хоть нам показали, для многих из вас две женщины могут присутствовать, для многих, для половины аудитории, так скажем. Тем не менее, в отношениях мужчина ведет себя довольно обособленно
И скорее всего, он очень мало что может дать как одной, так и другой женщине. Если вы у него одна без треугольника, значит, вам одной дает мало, потому что здесь все мне любимому, все мне красавцу. Очень самолюбивый, может быть себялюбивым, гордыня может зашкаливать. То есть здесь может так вот эти энергии могут переходить рамки нормы. Зашкаливает по этим энергиям мужчина. А еще не подобает ему первому идти на поклон. Смотрите, какой сытый, полненький сидит здесь товарищ. Все у него прекрасно, как говорится, все пучком. Зачем ему еще идти на поклон кому-то? Ну, вот такой здесь человек. Еще почему? Почему молчит? Ну, он не забыл о вас. Он помнит о вас, вспоминает очень часто. И да что там говорить, постоянно вы у него в мыслях. Прошлое ваше вспоминает. Вспоминает, как ему было хорошо с вами. То есть мысли такие очень приятные о вас. У него даже ностальгия по прошлому. Вы, безусловно, в его сердце, как королева кубков, шестерка кубков. Очень нежные эмоции мужчина испытывает к вам. Но молчит по тем причинам, которые я вам сказала. Он считает, что вы очень эмоциональная, что вы очень чувствительная, что он очень вам нужен, и что вы сами можете сделать здесь первый шаг. Зачем ему делать первый шаг, если можете сделать первый шаг вы? А он вообще хочет с вами наладить отношения? Он помириться-то с вами хочет? О, но здесь выходит верховная жрица. Здесь его желание – это потемки даже для него самого. В какой-то момент у него возникает большое желание с вами помириться, примириться, воссоздать ваши отношения, выстроить заново. В другие моменты он уходит в себя, и, возможно, это желание тоже как-то испаряется или трансформируется в диаметрально противоположное. Здесь очень сложно сказать, сейчас мужчина хочет с вами восстановить отношения или нет. Но вы ему нужны, или, может быть, он точку для себя поставил? Давайте-ка посмотрим. Но он точку, конечно, не поставил, но завис, залип в этой ситуации. Конечно, помнит, конечно, забыть не может, конечно, мысли постоянно. Но по повешенному где тут действия? Нет здесь никаких действий. Нам надо бы, конечно, чтобы мужчина действовал, поэтому я наверняка после этого расклада сделаю вызов. Напишите мне, пожалуйста, в комментариях под видео, хотите ли вы, чтобы я после этого расклада сделала вызов мужчины, чтобы его подстимулировать на действие, если этот мужчина вам нужен. Если вы уже точку поставили, значит, смотрите ради интереса этот расклад, и не стоит тогда даже и заморачиваться вызовом. Или же, знаете, как часто девочки хотят для собственной сатисфакции сделать вызов, чтобы он появился, ну и, соответственно, что-то ему важное сказать, то, что хочется вам. Ну и плюс это ощущение того, что все-таки он появился, все-таки он пришел. Я вас понимаю прекрасно, девчонки. Поэтому, если есть желание, чтобы я сделала вызов, обязательно отпишитесь мне в комментариях. Если будет много комментариев на этот счет, то я вызов, конечно, сделаю прямо сегодня. Ну что, давайте теперь будем смотреть все-таки действий каких-то можно ожидать от этого мужчины. Ну, смотрите, он полностью в аркан Луна ушел. Ну, нет здесь действий, я не вижу. По какой причине? Если мужчина ваш не свободен, то причина в этом и есть. Он или решил остаться в семье с той женщиной, или же просто ему тяжело даются эти отношения на два фронта. Если он у вас свободен, значит, мужчина здесь увиливает, в принципе, от вопроса создания семьи или же серьезных отношений, углубления отношений. Он этого не хочет, он этого боится даже, можно сказать. Пытается всячески избегать. Вот именно поэтому здесь действий со стороны мужчины нет. Пока не вижу. Пока здесь, конечно, стагнация полнейшая идет. Так что да, наверное, действительно нам стоит расшевелить его немножко нашими энергиями, призыв сделать, чтобы он почувствовал, что вы хотели бы, чтобы он явился. Возможно, это поможет ему. Вот такие вот, девчонки, дела у нас сегодня. Какой он несговорчивый. А с точки зрения высших сил, ну понятно, что у него там своих тараканов куча в голове. С точки зрения высших сил, вы ему нужны? Не с его точки зрения, а с вашей точки зрения, конечно. Причем не просто нужны, а по императору. О, еще и аркан туз жезлов, посмотрите. Во-первых, у вас интимные отношения очень яркие, очень интересные.
Даже если у вас виртуальный роман, значит, он или об этом думает, или, возможно, вы эти вещи обсуждаете, что-то там делаете, ему это очень нравится. Если это реальный ваш партнер, то значит, интимная сторона жизни очень его заводит с вами, ему очень это нравится. Но, в общем-то, и как император он тоже здесь проявляется. То есть нужны, вообще вы ему нужны, безусловно. 2 таких аркана вышли. Конечно, нужны. Но он или устал, или решил остановиться, взять тайм-аут. Ему нужно время для того, чтобы отдохнуть, перезарядиться, что-то для себя обдумать. Как вот знаете, перезарядка происходит сейчас его энергетическая. В общем, я вижу так по раскладу, что, конечно, вызов мы можем сделать, и мы его сделаем, я думаю, потому что я уверена, что многие хотят вызов. Но на самом деле, может быть, даже здесь и стоит мужчину пока оставить в покое, пускай сидит, думает, да. Но вызовом мы просто подстимулируем его на более решительные действия, потому что нужны вы ему, конечно, вы ему нужны. Просто нет сейчас силы у него на то, чтобы восстанавливать отношения, и нет еще окончательного решения. Есть сомнения, есть страхи. А он вам с точки зрения высших сил нужен, этот мужчина? Король кубков, да. Вы с ним испытывали и испытываете по сей день наверняка очень необычные и глубокие эмоции. Даже если вы расстались и решили, что это точка, многие из вас его не отпустили. И вам еще хотелось бы, чтобы он проявился к вам с эмоциональной точки зрения. Возможно, сказал, что любит, или как-то мягко, нежно, по-доброму к вам проявился. Вот так. Даже если вы с ним расстались некрасиво, нехорошо, у вас, наверное, в душе есть желание как-то это сгладить, чтобы не было раны такой на сердце, чтобы как-то мужчина себя повел таким образом, чтобы вы не расставались врагами, не расставались в контрах, чтобы остался приятный след сердца об этом мужчине. Я понимаю, что когда происходит расставание, тем более тяжелое, о каком приятных ощущениях, о каких может идти речь, но все-таки воспоминания впоследствии, чтобы остались у вас светлые, хорошие о нем все-таки, потому что плохое со временем уходит из памяти. Вот вам хотелось бы, чтобы он как-то залезал раны, чтобы как-то он проявился хорошо, тепло к вам. Ну ладно, такой сегодня у нас кадрик на раскладе. А что он там себе вообще думает? Дальше он что думает? Как жить? Что делать дальше? Тут мужчина, который оставляет все на волю судьбы. Все он считает, что вот как будет в жизни, форсировать события он не хочет, а инициативу какую-то яркую проявлять он не хочет, считает, вот как будет, так и будет. Все на волю небес оставляет здесь мужчина. Эдакий фаталист. Или лентяй, или трус, как хотите называйте. Но, наверное, для каждого будет здесь по-своему, но смысл один. Все мужчина оставляет на волю небес. Здесь никаких решений он сам даже принимать не хочет, конкретных. Да. Как высшие силы считают, вам стоит сделать первый шаг в отношении этого мужчины? Ну, вообще-то вам говорят, что... Смотрите, что творится. О, да. Вам говорят, не ждите, не надо его ждать. Когда надо будет, пусть появится сам. А вам нужно идти в новое. Да, девочки, ну, так выходит. А стоит ли сделать первый шаг, можно было бы по первому аркану сказать, что возможно, да, но дальше пошли другие совершенно у нас вещи нам показали. Смотрите, сколько мужчин вышло. И вам говорят, незачем вам ждать, сидеть, ожидать чего-то. Живите свою жизнь, во-первых. А во-вторых, не отказывайтесь от общения с другими мужчинами. Потому что среди тех мужчин, которых вы можете встретить, дальше на своем жизненном пути может оказаться тот единственный неповторимый, с которым вы можете быть по-настоящему счастливы. То есть вывод следующий. На этом товарищи свет клином точно не сошелся. Поэтому сидеть в ожидании, как Аленочка на заваленке или там на бревнышке, и плакать в ручеек, ожидая его, вовсе не имеет никакого смысла. Вам нужно идти в новое, вам нужно обновляться, не нужно зацикливаться прямо на этом мужчине, не нужно считать, что он свет в оконце и вся ваша вселенная. Жить, общаться с людьми, знакомиться с кем-то еще, а он пускай сидит, созревает.
Может, когда-нибудь созреет, пубертатный период у него пройдет наконец-то, он повзрослеет, этот мужчина. Точка или пауза с точки зрения высших сил? Ну вот здесь вот семейные идут арканы. Для очень многих здесь это или ваш муж, или это чей-то муж, он с кем-то в отношениях, потому что мужчина явно манипулирует. Или же второй вариант, или не может решиться на что-то. Или же второй вариант, как я вам озвучила, он не хочет ничего серьезного. Не хочет здесь товарищ этот. Увиливает, не хочет принимать решения, не хочет делать предложения, не хочет брать на себя ответственность и так далее. Но нет, конечно, это не точка. Конечно, нет. И шанс здесь будет на то, чтобы с этим мужчиной восстановить отношения, но я не вижу никакого вообще смысла делать вам первые шаги, потому что для того, чтобы здесь что-то наладилось, для того, чтобы дальше с ним строить отношения, здесь мужчина сам должен этого захотеть. А если вы будете проявлять инициативу, вы будете только его отталкивать этим. Да, говорю отталкивать, и нам так и показывают аркан-отшельник. Вот здесь действительно говорят, положитесь на судьбу. С этим человеком он не зря сам полагается на высшие силы, на судьбу, потому что с этим человеком именно судьба, именно высшие силы решают, как будет дальше, каким будет дальнейший сценарий отношений. Да, мы, конечно, вызов можем сделать, но вообще, как бы видите, здесь такой вариант, что бы вы ни делали, как бы вы себя не вели сейчас в этой ситуации, но будет так, как решат небеса. И это, конечно же, не точка. А когда появится, когда вновь закрутится ваше колесо фортуны, все может повториться по предыдущему сценарию. Нужно вам это или нет, это, конечно, очень большой вопрос. Решайте сами. Благодарю вас, мои драгоценные, за то, что досмотрели расклад до конца. Буду очень благодарна вам, как всегда, за лайк, за теплый комментарий под моим видео. Желаю всем счастья, любви, гармонии, вдохновения и, конечно же, защиты и покровительства высших сил. Всех вам благ, всего доброго, до свидания.